100% органическая групповая посадка двух мини-фаленопсисов в скорлупу кокосового ореха. Чем отличаются пересадки мини-фаленопсисов, находящихся в 100% торфяном субстрате, от посадок стандартных орхидей? Торфяной стакан для корней мини-фаленопсиса плюс двойной горшок, в котором постоянно находится вода. Вот выбор современных производителей орхидей. Почему садовники делают все возможное, чтобы не допустить тотальной просушки корневой системы фаленопсиса? Как подобрать самое лучшее время для пересадки маленьких фаленопсисов? Когда лучше всего это сделать? Какой субстрат для посадки мини-фаленопсиса лучше использовать? Что входит в его состав? И как подготовить обыкновенный кокосовый орех для необыкновенно красивой и экологически чистой групповой посадки? Ответы на все эти вопросы вы найдете в сегодняшнем видео. Над созданием видеоматериалов работали Элина Унгер и Виктор Гонзалес, остров Фуэртевентура, Канарские острова, Испания. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. При покупке стандартных орхидей в апреле этого года Элина получила бонусом несколько мини-фаленопсисов. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, и Элина взяла то, что ей дали бесплатно. Несколько месяцев после этого обе маленькие орхидеи очень пышно цвели. В это время даже мысли о пересадке у Элины не возникало. Она содержала орхидеи так, как они ей достались. А достались они ей в 100% торфяном субстрате, так называемом торфяном стакане. Торфяной стакан находился в очень миниатюрном двойном горшочке. Эти орхидеи мне подарили последний раз 2 штуки, когда я покупала другие. Я купила 7 штук, и они мне 3 подарили. 3 маленьких мини. Эти маленькие орхидеи были вот в таких маленьких горшочках. Дырочки это я уже сама проделала. То есть вот этот горшочек был вот в этом горшочке. И вот тут вот уже при покупке сразу была налита вода вот так вот до этого краешка. И дырочки были только во внешнем горшочке, в кашпо. Вот это вот родные дырочки. И вот в таких вот маленьких горшочках, вот чайная ложка для сравнения. Вот такие маленькие горшочки. Да, удобные для посадок маленьких орхидей, потому что тогда оно никогда не пересыхает, если налить вот сюда водичку. Итак, для выращивания миниатюрных орхидей производитель использует очень влагоемкий торфяной субстрат и двойной горшок с постоянно находящейся в нем воде. Давайте зададимся вопросом, почему производители не боятся влагоемких субстратов и воды, находящейся в контакте с корневой системой растения. И почему любители орхидей, чаще всего русскоязычного языкового контента, эту самую воду так сильно боятся. Чаще всего это происходит потому, что не соблюдаются правила содержания орхидей в домашних условиях. Чаще всего любители размещают орхидеи не там, где нужно, и не так, как нужно. Орхидеи содержатся на стеллажах или скучно, вдали от естественного солнечного света и без дополнительного освещения. Нарушение условий содержания и агротехники выращивания орхидей приводят к понижению иммунитета растения и, как следствие, к самым разнообразным заболеваниям орхидей. Вместо того, чтобы найти причину проблемы и ее устранить, любители орхидей начинают бороться со следствием. Вряд ли кто-то додумается лечить простуду в холодной и сырой пещере без окон, а вот лечить орхидеи, не изменив условия содержания растений, многие гораздо. И к растениям начинают бесконечно и бесконтрольно применять фунгициды и антибиотики. Чаще всего именно в тех случаях и тех ситуациях, когда это абсолютно не требуется. А нужно всего лишь создать благоприятные для развития орхидей условия, дождаться их адаптации, а затем пересадить.
Вопросам создания благоприятных условий для орхидей посвящены десятки видео на канале, и их нужно изучить. На адаптацию орхидей в домашних условиях обычно в среднем уходит 1,5–2 месяца. За это время орхидеи проявляют активность, у них начинается корневой рост и листовой рост. Дождавшись завершения цветения и обрезав цветонос до первой нереализованной меристемы, можно приступать к пересадке орхидей. Посмотрите внимательно на свои экраны. Элина показывает нам, что у обеих орхидей начался корневой рост от стволов. Растут молодые листья, а это значит, что обе орхидеи готовы к пересадке. Часто получая сеянцы орхидей в торфяных стаканах, зрители спрашивают, нужно ли их убирать при дальнейшей пересадке. Ответ на этот вопрос зависит от того, сумели ли вы создать благоприятные условия для выращивания орхидей. Самое главное из этих условий – наличие достаточного количества естественного и искусственного солнечного света. Если света действительно достаточно, никакой влагоемкий субстрат и даже излишнее количество воды орхидеям не страшны. Но если ваши орхидеи содержатся в темных, плохо вентилируемых помещениях, при температурном диапазоне, резко отличающемся от нормы, тогда от торфяного стакана лучше избавиться. Постоянные зрители канала давным-давно создали для своих орхидей благоприятные условия и уже достигли наипышнейшего цветения орхидей. Поэтому при этой пересадке торфяные стаканы у мини-фаленопсисов убираться не будут. Пересадку методом перевалки будем производить в 100% натуральную скорлупу кокосового ореха. В современном мире кокосовые орехи можно найти в супермаркетах по всему миру, а не только в теплых странах на пальмах. Находим или приобретаем кокосовый орех размера соизмеримого с размером корневой системы фаленопсиса. В нашем случае 2 фаленопсисов. Если вы нашли целый кокос, а не его половинки уже готовые к применению, этот кокос потребуется подготовить для дальнейшего использования, для дальнейшей пересадки. Элине в этом вопросе помогает Виктор и его циркулярная пила. В месте предполагаемого распила обматываем кокос малярным скотчем. И очень бережно, аккуратно начинаем распиливать кокосовый орех. Снимаем малярный скотч и все остальные действия производим обыкновенной пилой. В дальнейшем можно использовать обе части скорлупы. Большую часть как горшок, а меньшую как подставку под него. Извлекаем мякоть кокосового ореха, которая еще называется копра, и получаем вот такой результат. В комментариях под видео у меня спрашивали, нужно ли делать вентиляционное отверстие в таком импровизированном горшке из кокоса. Ответ на этот вопрос тоже может быть разным, и он зависит от того, в каких условиях содержатся ваши орхидеи. Я могу лишь сказать о личных предпочтениях и о своих рекомендациях. Я продолжаю настаивать на том, что корням орхидей нужно не только пить, но и дышать. Поэтому воздухообмен в любой посадке крайне необходим. И если в обыкновенном пластиковом горшке мы проделываем вентиляционные отверстия с помощью паяльника, то здесь нам потребуется дрель. Вентиляционные отверстия в нашем случае будут выполнять роль сливных отверстий во время полива. Кроме того, такие отверстия служат индикатором благополучности посадки. Если корни орхидеи
в ваших посадках стремятся проникнуть в каждое из таких отверстий, это может означать следующее. Орхидея стремится закрепиться в пространстве, ей не хватает устойчивости. В посадке корням орхидеи нечем дышать. Орхидее нечего пить, и корни орхидеи в поисках воды. Или же корней в посадке столько много, что они уже осваивают дополнительное внешнее пространство. Как всегда, я предлагаю вам перечень возможных причин для такого поведения орхидеи. Какая из этих причин ваша, придется распознать вам. О том, какой субстрат будем использовать при пересадке фаленопсисов, расскажет сама Элина. Приготовлен грунт, кокосовые чипсы, мелкая фракция коры и мох сфагнум. Порезала мелко и сейчас вот этим буду засыпать. Методом перевалки решила сделать. Вот здесь у нас новый корешок уже туда ушел в посадку. А здесь новый корешок лезет. А я в очередной раз хочу напомнить вам, что не субстрат определяет качество и благополучие развития орхидеи. Орхидея может прекрасно расти, развиваться и цвести в любом субстрате. Здесь определяющими являются условия содержания орхидеи и уход за ней. Это неоднократно доказано и мной, и зрителями канала, которые выращивают свои орхидеи в самых разнообразных субстратах и даже без них. Кора, мох, керамзит, пустые пластиковые, керамические и стеклянные кашпо. Все, что угодно, где орхидея сможет закрепиться. И проделала дырочки для цепочки. Вот такая цепочка. С Богом! Орхидеи помещаются в скорлупу кокоса практически вплотную друг к другу и к стенкам скорлупы. Листовые массы обеих орхидей размещаются таким образом, чтобы листья не мешали друг другу. При этом необходимо помнить, что листья орхидей фототропичны, то есть они в любом случае развернутся по отношению к свету, к естественному солнечному свету или к искусственному дополнительному освещению. Часто в комментариях спрашивают об эффективности групповых посадок фаленопсисов. В этих вопросах необходимо не забывать о том, что каждая орхидея индивидуальна. И если две орхидеи совпадут по своим потребностям, групповую посадку осуществить можно. И тогда обе орхидеи будут развиваться динамично и, скорее всего, будут одновременно цвести. Если же орхидеи не совпадут в своих потребностях, одна из них будет стремительно опережать в развитии другую. А может быть, не только опережать в развитии, но и угнетать. В таком случае групповую посадку придется нарушить, а орхидеи рассадить. Быть или не быть групповым посадкам у вас в доме решать, конечно же, только вам. Здесь даются лишь общие рекомендации для того, чтобы ваш выбор в пользу или не в пользу групповых посадок состоялся с учетом всех факторов. И если вы уже имеете опыт выращивания орхидеи группами, напишите, пожалуйста, о своих результатах в комментариях, как о положительных, так и об отрицательных, для того, чтобы зрители, которые еще не имеют такого опыта, смогли сделать выбор правильно. Ну, вроде бы все вышло очень даже неплохо. Пожалуйста, еще раз обратите свое пристальное внимание на размер емкости для посадки, в данном случае на размер скорлупы кокоса.
Размер горшка или размер емкости для посадки должен соответствовать размеру корневой системы, а не размеру листовой массы. Это самая распространенная ошибка, особенно у новичков. При посадках любых видов орхидей зрители чаще всего используют слишком большие горшки, которые даже больше листовой массы орхидеи, не говоря уж о том, насколько или во сколько раз они больше корневой системы растения. Этого допускать никак нельзя. Особенно если вы новичок. Особенно если вы не до конца понимаете, когда и как правильно поливать орхидеи. Помните, орхидеи не нужно поливать круглый год в одном и том же режиме. Нужно ориентироваться на то, в какой фазе развития находится орхидея. И об этом есть очень хорошее видео на канале. Если вы его не смотрели, ссылку на это видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Полив после пересадки уже адаптированного растения также будет зависеть и будет ориентирован на стадию развития орхидеи. И если после пересадки у орхидеи не будет ничего расти, ни корни, ни листья, ни цветоносы, то полив минимален, и это микрополив. Если же у орхидеи после пересадки все активно растет, то полив в соответствии со стадией развития, либо проливом, либо замачиванием. Ну и, конечно же, для быстрой и качественной адаптации корневых систем обеих орхидей к новой посадке необходимо применять опрыскивание орхидей по листве. Если вы боитесь переувлажнения субстрата, опрыскивайте свои орхидеи без попадания воды в субстрат. Для этого орхидею достаточно развернуть боком. Я показывала уже это в видео. Все у нас хорошо. Сейчас мы будем брызгаться. Так, сейчас попрыскаем, все хорошо. Корешки растут, все развивается хорошо. Обратите внимание на капли воды на тыльной стороне листа мини-орхидеи. Это важно. На тыльной стороне листьев орхидей расположены устьица. Механическое воздействие во время опрыскивания на устьица листа помогают нам запустить процесс С3 пути фотосинтеза в дневные часы. Вот такая стопроцентно натуральная и экологичная пересадка двух мини-фаленопсисов у нас получилась. И если это видео вам понравилось, или если из этого видео вы узнали что-то новое для себя, обязательно напишите об этом в комментариях. Обратите внимание на растение, на фоне которого висит новая посадка с мини-фаленопсисами. Это питайя. Именно питайя называют этот вид кактусов в Испании. В Азии это растение называют питахайя. А сейчас на ваших экранах ночное таинство от питахайи, ее цветения, ведь этот вид кактусов цветет всего одну ночь. Если быть совсем точными, то питайя или питахайя – это название плодов нескольких видов кактусов. Иначе плоды этих кактусов называют драгонфрут или клубничная груша. Так вот, именно цветение кактуса гилоцериус сейчас на ваших экранах. Напомню, цветок этих видов кактуса цветет только одну ночь. И пока вы будете любоваться этим волшебным цветением, я напомню вам, что 20 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если это видео вам понравилось, если это видео оказалось для вас полезным или интересным, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео,
Подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас очень много интересного.